Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом шарлотки с яблоками по-польски. Фактически, этот яблочный пирог с кремом получается как настоящий торт. Он настолько сочный, вкусный, выглядит великолепно. Им можно украсить любой праздничный стол. Готовится он не так быстро, как обычная шарлотка, но результат говорит сам за себя. Пирог получается очень высокий, в нем много слоев. Снизу и сверху песочное тесто. Снизу оно пропиталось яблочной начинкой, а сверху вот такое хрустящее. И, конечно, очень много яблок и нежнейший заварной крем. От такого пирога просто невозможно оторваться. Хочется съесть еще кусочек и еще. Для приготовления крема мне понадобится молоко вливаю в сотейник, и его надо довести почти до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, перемешиваю. Также добавляю соль, добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело. И часть горячего молока вливаю в сахарно-яичную смесь. Интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю сюда полученную смесь, все время помешивая. И теперь варим заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Крем уже загустел, пошли пузыри, посмотрите. Крем снимаю с плиты. Продолжаю размешивать в кастрюле, так как она горячая. И здесь еще идет процесс приготовления. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Конечно, вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Перемешиваю. И добавляю сливочное масло. Посмотрите, какой получился крем. Очень гладкий, шелковистый, без единого комочка. Переливаю в миску. Закрываю пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, для того, чтобы не образовывалась сверху корочка. И оставляю остывать. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда. Или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Для приготовления яблочной начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы и удаляю сердцевину. Режу яблоки средними кусочками. Поставила разогреваться сковородку. Отправляю кусочек сливочного масла. Добавляю яблоки. Всыпаю сахар. Сахар корректируйте по вкусу. И вливаю лимонный сок. И буду тушить яблоки, чтобы выпарилась лишняя влага и они стали мягче. Примерно минут 10. Сегодня в яблочную начинку я корицу не добавляю. Если вы хотите, можно добавить корицу. Я добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили. Вместо экстракта можно использовать и ванильный сахар. Яблоки готовы. Переложу их в миску, чтобы они остывали. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку. Также просеиваю разрыхлитель для теста. Добавляю соль, сахар, перемешиваю. В отдельную миску разбиваю яйца. Добавляю сметану и экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю.
На крупной терке в сухие ингредиенты натру сливочное масло. Натираю и периодически перемешиваю. Перетираю масло с мукой до получения однородной крошки. Вливаю жидкие ингредиенты и замешиваю тесто. Соединяю все в один ком. Совсем слегка подмешу тесто на столе, подкатаю его вот в такой валик и отделю 1/3 теста. Перекладываю обе части в пакет. Большую часть я отправляю в холодильник примерно на полчаса, а меньшую часть отправляю в морозилку. Выпекать пирог я буду в разъемной форме, диаметр 24 см. Дно выстелила пергаментной бумагой. И дно и бока формы смазываю сливочным маслом и слегка присыпаю мукой. Излишки муки стряхиваю. Из холодильника достала большую часть теста и распределяю его по форме, делая бортики. Если вам удобно, вы можете тесто раскатать, но для меня руками получается тесто распределить быстрее. Я сделала бортики на всю высоту формы, так как пирог получится достаточно высокий. В середину выкладываю уже чуть остывшую яблочную начинку. Пока я готовила тесто и начинку, крем уже остыл. Я его вот таким образом слегка перемешиваю. Он сейчас тоже комнатной температуры. Выкладываю крем сверху на яблоки и разравниваю. Второй кусочек теста у меня уже подмерз в морозилке, и я его натираю сверху на крем. Конечно, приготовление шарлотки по-польски – это не такой простой процесс, но пирог получается просто как настоящий торт. Невероятно вкусный, поэтому он стоит этих усилий. Этот пирог фактически не поднимается, поэтому форму можно заполнить полностью. И отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Здесь фактически только слой теста снизу и слой теста сверху. Внутри вся начинка готова, поэтому пирог печется быстро. Пирог я достала из духовки. Посмотрите, какой красавец получился. Сверху вот так тесто красиво подрумянилось. Сейчас самое сложное, наверное, в приготовлении этого пирога. Дождаться, чтобы он полностью остыл. Оставляем его в форме. Ни в коем случае не открывайте форму, так как там внутри яблочная начинка и заварной крем. Они должны остынуть. Чтобы пирог хорошо держал форму, я рекомендую дать ему остыть до комнатной температуры, а затем отправить в холодильник часа на 3. Посмотрите только, какой красавец получился. По желанию пирог можно присыпать сахарной пудрой. Мы не захотели ждать, хотим пирог попробовать сразу, поэтому я разрезаю его, когда он только остыл до комнатной температуры. Крем здесь еще недостаточно застыл. И, конечно, я сейчас буду пробовать. Так много яблок, крема. Хочу сразу все взять, чтобы и кусочек теста. Друзья, здесь просто невероятное сочетание рассыпчатого песочного теста, причем верхний слой теста такой хрустящий, нижний пропитанный яблочным соком, и много заварного крема, и, конечно, много яблок. Это безумно вкусно. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. От этого пирога просто невозможно оторваться. Хочется съесть еще кусочек и еще. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Очень рекомендую приготовить этот замечательный пирог. Подписывайтесь на мой канал Люда Резикук «Позитивная кухня». Всем пока!